Доброго времени суток, уважаемые инвесторы iSrock Mining. В первом видео мы с вами сделали выгрузку всех транзакций по смарт-контракту на момент проведения ICO. Сегодня мы с вами рассмотрим финансовый отчет о расходах, который предоставила команда после покупки 2000 асиков и оборудования фермы. Финансовый отчет можно найти на новостном канале iSrock Mining. Переходим в Telegram. В строке поиска набираем репорт. Вот видим наш финансовый отчет от 31.12.2018. Открываем его. Так, здесь мы видим, что было куплено 1500 асиков и потрачено 740 тысяч долларов. 500 асиков за 353 тысячи. Вот, соответственно, на все это дело было потрачено 1 278 000. И вот на оборудование фермы, да, то есть трансформатор купили за 156 тысяч, оборудование на 130 тысяч, вентиляцию 93 тысячи, ну и так далее. Итого общая сумма составила 462 тысячи. Для удобства анализа и наглядности расчетов переписываем все эти суммы в Excel файл. Напомню, в прошлом видео мы вычислили сумму в долларах и эквивалент в эфире. Из общей суммы мы с большим запасом дали фору команде и отняли 5% реферальных, так как если бы каждый токен был продан по реферальной ссылке. Итого у нас получилось 10 миллионов 840 тысяч долларов или 15 тысяч эфиров. Итого, что мы имеем на данном этапе? Если бы во время ICO команда придерживалась инвестиционного плана, описанного в White Paper, а это у нас основной документ, на основании которого инвесторы принимали решение вкладываться в проект, и поменяла бы согласно плану собранную крипту фиат, то есть собранной суммы, да, 10 миллионов 800, вычитаем расход 1 миллион 740, то баланс у нас должен был составить, да, с остаток 9 миллионов 100 тысяч долларов. Но, увы, команда говорила, но никак не подтвердила, что деньги фиат не переводились. И как говорит Диас, он заботился об интересах инвесторов и не хотел терять центы на комиссии. Прокомментирую, почему сразу честно не перевели в фиат крипту, полученные за токены. Не пришлось бы счетчик на сайте тормозить. Вот это про счетчик вопрос. Почему не перевели фиат крипту полученную? А зачем? Мы все равно за майнеров в крипте будем платить. Bitmain принимает только Конечно. крипту. Мы 2 раза будем конвертировать туда-обратно, еще и Ну. потеряем. А если еще и на курсе потеряем? А так как джентльменам у нас принято верить на слово, и, видимо, поэтому команда до сих пор не предоставляет никакой вменяемой отчетности, поэтому попробуем вычислить, сколько же было потрачено в эфире. К сожалению, точных дат, когда происходил закуп оборудования и асиков, мы не знаем. Поэтому будем опираться на открытые источники и использовать официальный телеграм-канал iSrock Mining и YouTube канал. Итак, находим видео по установке трансформатора от 12.06.18. Хотя, конечно, такую штуку купить за день, наверное, будет проблематично, поэтому, думаю, на это могло уйти 2-3 дня, а может даже и пару недель. Поэтому посмотрим график эфира к доллару. Цена в день 12 июня, вот у нас 12 июня, составляла от 544 до 483 долларов. Да? Вот. Так как мы не знаем приблизительный день, да, то есть возьмем там средний минимум, да, учитывая, если цена за предыдущий период держалась вот ниже, даже ниже 570 долларов не опускалась, вот 580. Ну, возьмем среднюю по этому дню. Так, эту цену в 510 долларов записываем в наш Excel файл. Далее ищем события относительно 500 асиков. Переходим для этого обратно в Telegram-канал. Здесь набираем 500 miners. Вот видим новость, что 500 майнеров готовы к отправке. Переходим на TradingView и смотрим цену эфира за это число. Так, вот у нас 3 июля. Как мы видим, цена здесь держалась в диапазоне 470 долларов. Записываем эту цену в наш файлик. Ну, то же самое проделываем для события, которое произошло в период с 7 по 17 сентября, да, то есть покупка, заказ 1500 часиков. Растаможку и доставку я разбил пропорционально, то есть 45 тысяч по 470 и вторая часть 137 тысяч по 215.
После того, как внесли цену эфира, делаем простое математическое действие и делим сумму из финансового отчета в долларах на цену эфира. И, соответственно, получаем количество эфира. То есть вот у нас получается за оборудование было потрачено 906 эфиров, на покупку первых асиков ушло 750 эфиров, на покупку второй части асиков ушло 3450 эфиров. И просуммировав это все, да, мы видим, что получилось затраты 5840 монет. Итого, проведя наши расчеты уже с использованием эфира, мы видим, что осадок в эфире должен составлять около 9200 монет. Да? То есть из 15 тысяч вычитаем 5840 монет, и получается 9000, почти 200 монет. Okay, so next question is, how much money is remaining from ICO? What is the plan for this money, Malik? Yeah, the remaining money is 5,352 Ethereums. So we hold it in Ethereums. Сколько денег осталось? 5352 эфира у нас еще есть. То есть они лежат в долгом ящике. Пусть пока там лежат. Но мы сейчас готовы покупать на все эти деньги асики. То есть с Bitmain сейчас ведем переговоры. Думаю, теперь многие инвесторы понимают, почему команда до сих пор скрывает суммы собранных средств и адекватные транзакции по расходам. Да? То есть, как мы видим в ролике, Малик говорит, что осталось 5350 монет. Хотя наши расчеты показывают, что это совсем не так. То есть, если из 9200 монет, которые по нашим расчетам должны были остаться, вычесть 5350 монет, то где-то еще зависло почти 4000 монет. На сегодня у меня все. Выводы делайте сами. А в следующем видео мы посмотрим отчеты о количестве намайненного. Хотя, я думаю, и так многие инвесторы понимают, почему команда не раскрывает адрес, на который происходит майнинг. У меня просьба к людям, которые смотрят это видео. Если есть среди них владельцы S9 асиков, напишите, пожалуйста, в группу или в личку. Всем спасибо, до свидания, до следующего видео.